Здравствуйте, друзья! На дворе зима, а я вспоминаю лето 24 года и мое путешествие на ядерное озеро. Вы, конечно, уже видели этот ролик, и я сегодня хочу рассказать о некоторых ошибках, которые я сделал по незнанию во время записи и интерпретации показаний дозиметра. Это важно, потому что для меня это для самого было открытием. Вот. То есть было совершено несколько ошибок, которые я вам сегодня о которых я вам сегодня не только расскажу, но и покажу наглядно при помощи нашего нового дозиметра Atom Swift. Вот так он выглядит. Я еще взял с собой также свой Radex 1008, так как именно он был у меня с собой на ядерном озере. И сегодня мы будем сравнивать показания двух дозиметров. В чем же была ошибка? Сейчас мы с вами находимся в лесу, и я предлагаю сверить показания наших дозиметров. Вот у нас наш Radex 1008. Сейчас поверну его на солнышко, чтобы было лучше видно. Можно подсветочку включить. Вот так. Показывает 0,06 микрозивертов в час. И сейчас покажу Atom Swift. К сожалению, я не могу вместе их показать, потому что рук у меня только две. Вот. Вот так. Смотрите, 0,03 микрозиверта в час на Atom Swift. Сам детектор у меня находится в кармане. Небольшая разница в показаниях дозиметров наблюдается в связи с тем, что Radex 1008 более чувствителен к высоким энергиям, а Atom Swift более чувствителен к низким энергиям. Поэтому небольшая разница у них вот в этом промежутке. Все дозиметры, они калибруются по цезию, и поэтому только по цезию у всех дозиметров будет одинаковое показание. Вот. В других случаях разброс, ну плюс еще статистическая погрешность, конечно. Что же было не так на ядерном озере? Вы помните, наверное, что я измерял радиацию, и получалось так, что около самого озера фон был значительно меньше, чем в отдалении. И вот о чем я говорил. Смотрите, значение соскочило до 0,10 микрозиверта в час. Это при том, что на бугре, это воды у нас. Видите, вода. Он дик купается тут. При том, что на бугре оно составляло 13, 14 и даже 15-16 микрозивертов в час. Вот так вот. Почему-то у воды, хотя по идее это должно быть наоборот, у воды почему-то меньше. Я тогда сделал выводы, что заряды, которые использовались для подрыва грунта, были чистыми. Но, оказывается, низкий фон был связан совершенно не с этим. Как выяснилось, вода очень сильно гасит не только бета, но и гамма-излучение. Очень сильно. Я, кстати, видел видео одного человека, который с аквалангом проплывал по ядерному озеру, проплыл в надежде найти под водой радиацию. Он тогда ее не нашел и, соответственно, сделал выводы о том, что радиации там нет. Тоже человек, видимо, не знал этого фактора и сделал ошибочные выводы. Вода очень сильно гасит гамма-излучение. Сейчас мы это увидим напрямую. Еще раз сравниваем наши дозиметры. 0,05 микрозиверта в час. 5-6 скачет, да?
что показывает наш Atom Swift. Сейчас посмотрим. Atom Swift у нас также показывает 0,203 микрозиверта в час. И вот это лес. Ну и как вы скажете, ты мне сейчас покажешь ошибку. Покажу наглядно. Смотрите. Atom Swift имеет такой режим, как архив. И вот мы видим здесь, видите, в конце вот здесь, это наше движение, уровень нашего гамма-излучения, принятого дозиметром Atom Swift в лесу. Сейчас я его раздвину, чтобы было лучше видно. Вот так вот его можно раздвинуть. Вот, смотрите, поднимем его. И вот сейчас у нас на экране смартфона видно, значит, какой уровень идет радиации, да? Какой уровень радиации у нас гамма-излучения вокруг. И мы идем вперед, а впереди у нас болото. Сейчас будем смотреть. То есть под нами будет вода, практически зима позволяет нам идти по нему, как говорится, яко посуху. И мы будем смотреть, как будет меняться уровень радиации на архиве нашего Atom Swift. И посмотрим, что же нам также покажет наш Radex. Вот оно, болото. И смотрите, мы только подходим к нему, а у нас колебания вверх стали значительно меньше. Уровень радиации не доходит до тех высот, до которых доходил раньше. Вон там Дик у нас бегает, он уже практически на болоте. То есть уже на подходах к болоту под нами, видимо, есть грунтовые воды, и уже они гасят гамма-излучение, исходящее от земли, от грунта. Видите, все, колебания вверх практически прекратились. Вот мы сейчас с вами на болоте. Такая вот здесь красота. О, солнце сегодня. Красота просто. Люблю эти места. И вот смотрите на графике. На графике четко обозначилась зеленая линия, ушла вообще вниз. То есть колебания стали еще меньше. Все, вниз ушло. Смотрите, насколько ниже, то есть насколько вода поглотила излучение. Так, перейдем на вкладочку показаний. И смотрите, только 0,02 микрозиверта в час у нас сейчас на вкладочке. Вот так вот. Так, вот, на карту переместился. Перейдем сюда. Вот. И видите, получается, колебания все укладываются внизу. То есть внизу это тоже получается у нас 0,02 микрозиверта в час. 2 даже, он 14 тут стремится к 14. 14 тысячным надо правильнее сказать. Вот. А что же показывает у нас Radex? Смотрите, и Radex тоже перешел
значительно ниже, на 0,04, четкие 0,04 микрозиверта в час. Вот так вот. Так что даже он зафиксировал это понижение. Так что вот такие дела. Это как раз и доказывает, что мои выводы о том, что у воды радиация меньше, были неправильными. Здесь просто элементарная физика вмешалась, как сказать, в нашу оценку, которую я не знал. Теперь буду знать, и вы тоже это будете знать. Те, кто начинает свой путь на стезе радиометрии, и не сделайте таких ошибок. Сейчас мы пройдемся и выйдем снова в лес. Выйдем снова в лес, и я покажу вам снова график архива. Я уверен, что будет снова подъем. Эта тропа вообще, она такая идет в круг по болоту. То есть я несколько раз для того, чтобы никто не мог как бы уличить меня в том, что я некомпетентно изложил, несколько раз я вам покажу разные архивы. И там не разные архивы, а вернее разные, в разных точках открою архив, и мы будем смотреть все-таки, как изменялся график. Ну, красиво. То есть, чем мне нравится еще именно вот радиометрия, работа с дозиметром, что для этого нет пределов. Ты можешь изучать свой прибор практически везде, изучать различные процессы, определять какие-то изотопы. Они везде есть, даже в небольших количествах, и то это интересно. Так что вот такие дела. Думаю, вам тоже с нами интересно. Напишите, кстати, интересна ли вам эта тема и что именно интересно в этой теме, да? Чтобы я мог больше показать именно интересного для вас контента. Ну вот, заканчивается болото, и смотрим. Вот здесь у нас уже радекс показывает 5 сотых. Сейчас будем заходить в лес, смотреть, что будет происходить. Наглядно. Смотрите, вот 6 сотых. 6 сотых микрозиверта в час. Вот там у нас болото осталось позади. Вот оно. И все у нас устойчивое 6 сотых. Без колебаний вниз. И смотрите на нашем графике. Сейчас я его еще раздвину. Вот. Так вот, на нашем графике тоже показания. Линия полезла вверх. Линия полезла вверх. Так что все, подъем на вкладке. Измерение у нас 0,03, не измерение, а поиска. На вкладке поиска надо правильно сказать, 3 сотые. Все, на 1 сотую микрозиверта в час оба детектора показали подъем при перемещении в лес. Вот сейчас еще будет одно интересное место. Не знаю, Atom Swift зарегистрирует его или нет. Но в принципе он уже его начинает показывать. Смотрите, показания графика опустились вниз. Потому что здесь под нами сейчас находятся грунтовые воды. Грунтовые воды. Вот. Вот он, смотрите, ручей. Видите, здесь проходит ручей, вытекающий с территории.
Но график здесь поднялся наоборот. Возможно, ручей не очень чистый в радиационном плане. Отойдем от него. Все, график пошел вверх. Дальше вверх. То есть. Таким образом можно использовать дозиметр для поиска грунтовых вод. Конечно, это не 100%, но так сказать, сделать какие-то предположения о наличии грунтовых вод вблизи поверхности можно. Вот там у нас болото уже. Мы пока на возвышенности находимся, и поэтому сверяем наши дозиметры. Смотрим. О, как ни странно, радекс 10.08, 0,03 микрозиверта в час. Меньше, чем там на болоте. 4. Ну, показания, да, прыгают. Это режим поиска у нас. 5. Это связано еще с тем, что когда мы держим дозиметр вертикально, на него попадают только частицы, которые движутся горизонтально, так как датчик у него, видите как, вот с этой стороны, он такой узконаправленный, можно сказать. Вот. А если мы держим его горизонтально, то мы получаем именно излучение, то, что идет от Земли. Вот так, сейчас он вышел на 0,07 микрозиверта в час. Посмотрим, что он нам покажет на болоте. Atom Swift. Atom Swift показывает 0,02 микрозиверта в час. 3. Тоже бегает, этот режим поиска. И вот так выглядит график. Видите, он опять, значит, значительно выше того уровня, когда мы проходили по болоту. Начал вверх сильно забирать. Ну что ж, отправляемся на болото. Смотрим на показания радекса, которые сейчас находятся на уровне 0,06 микрозиверта в час. Вот 0,05 микрозиверта в час. Мы выходим на болото, и показания сразу начинают падать. Прыгают тоже. Видите, 0,05 микрозиверта в час. Дик у нас кого-то облаивает. Вот так. Также понижение мы видим на графике Atom Swift. Все, видите, показания 0,06 микрозиверта в час уже даже на радексе не появляется. А график Свифта уходит все ниже и ниже. Ну вот впереди лес. Смотрим, что будет происходить там. График Atom Swift вообще упал, пока мы по болоту шли.
Заходим в лес. Здесь еще болото. Здесь мы с вами как-то занимались приборным поиском. Был интересный ролик. О, и сразу 0,06 микрозиверта в час. То есть показания увеличились. Здесь нельзя списывать на погрешность, потому что они стабильные, не мечутся туда-сюда. То есть так вот. И смотрите, график архива Atom Swift тоже пошел вверх уверенно. Ну, 0,07 микрозиверта в час. То есть чем дальше мы уходим в лес, тем меньше влияние грунтовой воды, которая, естественно, есть в грунте на окраине болота, тем больше у нас показания дозиметра. Вот так вот. Вот и на графике Atom Swift тоже показания ушли вверх. Сейчас вот я немножко сдвину, и вы четко увидите. Вот, значит, у нас одно. Я не знаю, отмечается ли на записи экрана то, где я нажимаю пальцем, но попробую. Вот это одно место, где мы проходили через болото, вот другое. Вот место, где мы переходили через ручей. Ну что, я считаю, что достаточно наглядно смог показать свой косяк, так скажем. Да, и вы теперь будете знать, и я буду знать, и не делать таких ошибок. В общем, что действительно грунтовые воды могут экранировать излучение, ослаблять его. Ну и мы еще с вами выяснили одну прикладную такую особенность дозиметров, да, что с его помощью можно искать близко расположенные к поверхности грунтовые воды. Косвенно, конечно, но все-таки можно. Думаю, вам было интересно. С нами полюбовались немножко природой. Полезно, информативно. Что ж, до новых встреч. Впереди новые исследования. Пока-пока.